Из-за того, что мы платим очень мало по долларовым депозитам, в последние несколько лет уже протоптали такую тропинку, уже даже дорожку на рынок капитала. А самое важное, что не только мы, весь банковский сектор, еще важнее, что наш регулятор эти уроки для себя вынес. Что мне не нравится, нас по-прежнему слишком много. Это какой-то минимальный дивиденд, но мы исправно его платим. Он где-то висит, в принципе, невыплаченный. Заходит президент с места в карьер. Ребята, поздравляю, вам всем требуется помощь государства, помощь вам будет оказана. А потом Уразович говорит: слушай, а мы же, тебя спонсировали. Да. Я так напрягся, потому что я в это время уже хотел дальше продолжать обучение на PhD. Друзья, добрый день! Сегодня у нас в гостях в студии Business Insights человек, который одним из первых молодых казахстанцев получил диплом Ельского университета. Он был советником исполнительного директора Международного валютного фонда, главой представительства ING Банк в Казахстане, топ-менеджер, возглавлявший не один банк в Казахстане, а ныне председатель совета директоров Форте Банк. Это Тимур Исатаев. Добрый день, Тимур. Добрый день, Исель. На самом деле мы с Тимуром знаем друг друга лет много. Да, не ошибусь? Много. И мы выходцы из банковского сектора. Мы вместе были вовлечены в несколько крупных сделок на рынке долгового капитала. И я думаю, что сегодняшняя наша беседа будет комфортной и интересной. Итак, начнем. Начнем. Тимур, Форте Банк входит в 5 крупнейших банков Казахстана по размеру активов. Угу. На мой взгляд, это банк с особым почерком, с собственным уникальным стилем. В последнее время мы все видим, что в банке происходят изменения. Новое старое руководство, ребрендинг. Расскажите из первых уст, что же происходит? Откройте завесу. Да, Форте Банк действительно совершенно уникален. Единственный банк, который является продуктом трехстороннего слияния. Помните те славные дни 2015 года? Форте Банк 10 февраля отпраздновал свой 10-летний юбилей. 10 лет, как мы получили лицензию именно обновленного, объединенного банка. Но, тем не менее, в Форте Банке, к моему глубокому удивлению, большому удивлению, продолжают жить очень активно гены АТФ. Просвечивает, да? Да, они просвечивают, да. То есть это совершенно удивительно, но это факт. Действительно, много изменений произошло за последние несколько месяцев, но... Вкратце, если ответить, банк адаптируется. Банк адаптируется к изменяющимся условиям. Условия меняются очень быстро. Ситуация меняется, экономика, вкусы и преференции как наших клиентов, людей, так и бизнеса меняются тоже очень быстро. Банк должен меняться, может быть, даже меняться с опережением. Поэтому я бы не драматизировал и наоборот, не сильно бы акцентировал на это. Это нормальный процесс. Business as usual. Да, business as usual. Но на сегодня вы являетесь единственным столичным банком. Каково это? Нет ли трудностей, например, с набором персонала? Вот мы, например, ощущаем эти трудности. Да. В Астане довольно сложно с этим. И не ощущаете ли вы себя как банк исключенными из, скажем, алматинской финансовой тусовки? Точно не ощущаем, что мы исключены из каких-то финансовых тусовок, однозначно. Действительно, поначалу, когда мы перебазировались в Астану, тогда еще не было Форте Банка. Вернее, был маленький Форте Банк, который мы в шутку называем Форте 1.0. И Касанова, 2 были маленьких братских банка. Когда мы переехали в Астану, вот тогда было сложно, действительно. Переехали мы, по-моему, в 2012 или в 2013 году. Сейчас все намного проще. Не скажу, что проблемы с наймом, с поиском таланта
что они исчезли, но они стали легче, более решаемые. Когда мы переезжали в Астану, мы сделали очень такую большую, очень щедрую программу, которая помогала, помогала в релокации персонала. Были очень щедрые подъемные, была очень щедрая программа ипотеки для персонала. Все это сыграло свою роль. Мы переехали с минимальнейшими потерями. Какие-то льготные, видимо, условия. Да. С минимальнейшими потерями. В принципе, сейчас мы подумываем о том, чтобы вернуть эту программу, потому что значительная часть нашего подразделений IT, они оставались в Алмате. Это было сделано намеренно. Но айтишники обычно работают онлайн, в принципе, у них нет локации. Так это или да, но с другой стороны, айтишники являются такими же сотрудниками банка и должны быть интегрированы и должны быть носителями той же самой корпоративной культуры. Поэтому сейчас мы всерьез подумываем о том, чтобы произвести окончательное воссоединение. И для этого, скорее всего, будет вновь создана программа по мотивации на переезд. Да, именно так. Окей, хорошо. Сравнительно недавно на площадке АИКС мы отмечали выпуск 5-летнего Веробанда Фортебанка. В действительности эта сделка послужила позитивным сигналом для рынка, на мой взгляд. Поскольку казахстанские банки, если мне не изменяет память, выходили на международные рынки капитала лет 12 назад, последний раз. Почему случился такой большой разрыв, по вашему мнению? И какие факторы повлияли для активации сейчас? Большой разрыв, объяснение этому очень простое. Скорее всего, их даже несколько объяснений. Во-первых, банковский кризис, который разразился в Казахстане, да и везде, по меру 8-9 годах, нанес очень глубокие раны. К примеру сказать, Фортебанк после своего объединения, Альянс Тимир и Форте 1.0, наш уровень NPL был 65%. Представляете? То есть понятно, что мы ни о каких международных транзакциях и не подумывали. Это 90+? Да. Да, то есть мы просто боролись с плохим портфелем. Вот когда мы его побороли уже в прошлом году, когда он опустился до уровня порядка 3%, вот в принципе тогда мы... И это один из признаков того, что мы готовы для того, чтобы показать себя миру. Я думаю, что это одна из причин, почему никто, в принципе, всерьез не задумывался об этом. Потому что думаю, что в той или иной степени наши коллеги, друзья по цеху, банки, они тоже боролись, в принципе, с этим наплывом. Дедоларизация, наверное. NPL-ов, да. Второй большой причиной, мне кажется, является то, что у всех у нас очень большой процент долларовых депозитов, пассивов. В принципе, недостатков в долларах мы не испытываем и не испытывали, чтобы ходить на рынок и занимать их по существенно более высокой цене. Особенно сейчас, тем более в долларах, мне кажется, дешевое фондирование, наверное, вы платите 1-1,5%. 1-1,5%, но проблема в чем? Проблема в том, что все эти долларовые наши депозиты, они на самом деле таковыми не являются. То есть это доллары до востребования. То есть это не срочные депозиты? Они могут быть срочными, но за разрыв срочного депозита наш депозитор не несет никакой ответственности, да, в принципе. Там разве нет штрафных? Нет, практически нет. То есть, в принципе, поэтому эти доллары, они носят такой характер до востребования. И фондировать какие-то серьезные длинные активы такой депозитной массой очень тяжело. Можно, но до поры до времени. Это вторая причина. А третья причина – наши долларовые вкладчики, которые в основном это представители, скажем, среднего класса или более зажиточные. Upper middle class, high net worth. Да, upper middle class или high net worth individuals. Да, вот они из-за того, что мы платим очень мало по долларовым депозитам, в последние несколько лет уже протоптали такую тропинку, уже даже дорожку на рынок капитала. Да? То есть, в принципе, они активно покупают ценные бумаги,
где доходности долларовые, гораздо выше. деноминированные, где доходность намного выше. Они уже даже научились покупать казначейские обязательства США. Трежеря, да. Они платят 4-5%. Да. А Республика Казахстан недавно выпустила прекрасный евробонд. В принципе, там тоже физлица активно поучаствовали. Это очень такой серьезный тренд. То есть мы теряем наших вкладчиков, они уходят на рынок капитала. Поэтому, если все вот эти факторы сложить, наверное, как раз это было то, что подтолкнуло нас, почему бы не возобновить наши походы за деньгами, как это было в начале 2000-х. Успешные. Да, успешные. И не, так сказать, не опять не выйти на рынок. Вышли по-пионерски, вышли достаточно необычно, вышли на 9-месячных цифрах. Это обычно так не делают. Обычно делают на годовых либо полугодовых. Там, по-моему, правило 135 дней, но вы, в принципе, в него Мы вложились. в него нормально вложились, вписались, да, хорошо. Вот, поэтому вот все это сложив, мы приняли решение. Но рынок показал наше роуд-шоу. То, что нас простили. Это хорошо. Да, нас Хороший простили. знак. Мы очень много встреч провели. Мы провели 2 роуд-шоу. Одно роуд-шоу прошло в декабре, еще перед Рождеством. Оно было такое, носило характер non-deal роуд-шоу. А второе в конце января, уже непосредственно перед сделкой. Мы встретились с очень большим количеством инвесторов. Где-то, наверное, 30% инвесторов. Но географически это Лондон? Везде. Это Лондон, Америка, континентальная Европа и Азия. С кем-то физически, с кем-то по Zoom. Сейчас, в принципе, это не проблема. Где-то приблизительно 30% инвесторов нам грозили пальцем. Мы вас Они помним. сказали, мы помним, мы знаем. Или То есть инвесторская память присутствовала. Она присутствует, да. Когда говорят, что у инвесторов память короткая, ничего подобного. Ничего подобного. Да, она достаточно длинная, что на 12 лет хватило. Они сказали, а я вот на вас деньги потерял. Да, хайкат был сколько? Да, большой. Это не, как на вас, имеется в виду на альянсовских бандах. Таким, конечно, мы все отвечали, размахивая руками и бья себя в грудь. Мы вынесли, все уроки выучили. Lessons learned. Да, lessons learned. Мы все выучили. Мы теперь совсем другие, это действительно так. А самое важное, что не только мы, весь банковский сектор, еще важнее, что наш регулятор эти уроки для себя вынес. И, нам поверили, в нас поверили. И доказательством этому является книга заказов. Мы практически под миллиард собрали. То есть oversubscription был? Oversubscription был достаточно здоровый. И это нам позволило и немножко подтянуть доходность и увеличиться. То есть первоначально мы хотели 300, в итоге взяли. Опять же, не жадничая, но взяли 400. Да. Что-то оставили инвесторам. Конечно, да. Пара вопросов, если разрешите, про пассивную часть баланса, конкретно про капитал, про акции. За последний год акции Форта выросли в цене почти в 2 раза. За прошлый год Форта направил на дивиденды практически 50% прибыли. В 2024 год вы закончили, рост прибыли составил 37 или 40%, если я не ошибаюсь. Да. Планируете ли вы менять подходы? Есть ли какие-то стратегические проекты, где вам нужны деньги для развития банка? Или банк все-таки будет продолжать выплачивать дивиденды своим акционерам? Ответ очень короткий. Платим. Да, а у нас уровень достаточности капитала сейчас перешел выше, чем 22%. То есть мы сильно капитализованы. Этого достаточно. То есть кушен есть, подушка безопасности. Подушка серьезная есть, да, и этой подушки хватит практически на все потенциальные стратегические проекты. Да. Поэтому платим. Плюс у банка достаточно серьезная способность генерировать капитал. То есть каждый месяц у нас, постучу по дереву, прибыльный, то есть капитал продолжает нарастать, поэтому платим. В целом вопрос по акционерной структуре банка, это для меня, как для председателя директоров, это большая боль. Опять же, к истории банка вернемся. Мы продукт слияния 3 банков. Форте 1.0, в котором с акционерной структурой было все очень хорошо. Альянсбанк,
у которого в акционерной структуре в принципе было все понятно. Тоже было там минимальное количество акционеров, которые... Про мажоритариев да, говорите. Нет, вообще в целом. И Тимирбанк, у которого акционерная структура была ужасной. Дайверс. Не то, что дайверс, это еще больше, чем дайверс. Представьте, Тимирбанк, немногие, наверное, помнят сейчас, да, но Тимирбанк в свое время создавала железная дорога. Да. Он на 100% принадлежал железной дороге, он обслуживался. На каждой более-менее крупной станции были филиалы, подразделения Тимирбанка. Ну, что само по себе было, наверное, здравой идеей, в общем-то. Но в то время в стране бушевал экономический кризис, кризис неплатежей, который сильно сказывался на железной дороге. Сотрудники это были... акционеры это были сотрудники... Вот смотрите, как они появились. Когда начался кризис неплатежей, когда он шел, Тимирбанк уже существовал, и в какой-то момент, я не знаю кому, но кому-то в голову пришла бриллиантовая идея выплачивать зарплату сотрудникам. Даже не бонусы. Нет, не бонусы, зарплату сотрудникам железной дороги выплачивать акциями Тимирбанка. Представляете? И это выплачивалось. Слава богу, что все эти акции вносились, учитывались, то есть реестр акционеров был более или менее в порядке. Но недавно я попросил нашего корпоративного секретаря Бержана, говорю, принеси мне, пожалуйста, реестр акционеров. Бержан посмотрел на меня таким взглядом, что я понял, что я что-то сморозил не то, понимаешь? Он говорит, Тимур Резабекович, давайте, говорит, я вам лучше его пришлю по почте. Ладно, хорошо. Потом он говорит, просто если я его напечатаю, это будет 15 тысяч страниц. Представляете, какое количество акционеров у нас сейчас именно пришло к нам через Тимирбанк? Я для интереса открыл этот файл. Просто для интереса начал вот его прокручивать. У меня волосы дыбом стали. Есть люди, у которых... Почему-то интересно, что, видать, это было число минимальное, которое платили. Число акций, оно кратно 6. То есть у кого-то 6, 12, 18, 24 и так далее. Это люди со всей страны. Огромное количество людей. И, скорее всего, эти люди, наверное, даже уже не подозревают или забыли, или вот просто как-то не думают об этом, что у них есть акции Тимирбанка или наши акции. Почему я так думаю? Потому что документ, удостоверяющий личность, к нам обязательно должен быть документ, с которым... Это до сих пор паспорт Советского Союза. Это вообще это невероятно. Что с этим делать? Не знаю. Может быть... Но они дивиденды получают? Им начисляются дивиденды, да. Им но начисляются. если 24 там, акций, наверное, может быть... Ну, это какой-то минимальный дивиденд, но мы исправно его платим. Он где-то висит, в принципе, невыплаченный, невостребованный. Я уверяю вас, все это так. Ну, очень надеюсь, что слушатели и зрители вот вашего подкаста, может, они порекомендуют, что с этим делать. Да? Потому что на самом деле... Squeeze out, да, в принципе, может быть, есть такие положения, но... Ну, что-то compulsory. Да, пока очень сложно, но я так понимаю, многих этих людей, к сожалению, уже нет живых. Многие эти люди, может быть, давно переехали, а многие, может, просто забыли. Но нам бы сильно помогло, если бы мы смогли немножко, скажем, улучшить свою акционерную структуру. Потому что на самом деле сейчас... Она снаружи выглядит неплохо. У нас есть главный акционер с приблизительно 90%. У нас есть какие-то АДР и ГДР, и тоже там понятные владельцы. Да? И есть вот эта огромная армия. Масса, огромная армия этих акционеров. Она небольшая, там единицы процентов в купе. Single digit, да, но арифметически это огромное количество. Поэтому вот... Хорошо, что задали такой вопрос. Это на самом деле такая головная боль. Вот именно для нас, как для совета директоров, сейчас это... А программы вот GDR, депозитарных расписок вы упомянули, их... Она пришла с Тимира. С Тимира. Это одна программа? GDR, ADR, да, это все пришло с наших... Ты приобрет M&A, других банков, да. Окей, хорошо. А следующий, наверное, мой вопрос про слухи.
Как всегда на рынке, и не только, Слухов земля много. слухами полнится. Да. В конце прошлого года активно муссировалась информация о том, что Форте покупает 2 или даже 3 казахстанских банка. 4. 4. Да. Давайте договоримся, Да. пусть будет 4, да. А Форте банк эту информацию опроверг. Конечно. И все же расскажите о стратегии банка. Планируете ли вы, что банк будет расти за счет M&A сделок, либо это будет органический рост? Вот такие комментарии, если бы могли дать. Ну, я думаю, что на самом деле у слухов у них всегда есть какая-то логика. Да? Нет дыма без огня. Нет, даже не в этом. Всегда есть какая-то логика. Всегда есть вот, создатель или тот, кто так... Креатор, да. Этих слухов, он, в принципе, отталкивался, или она от какой-то логики. И логика в данном случае очень простая. Давайте посмотрим на вот топ-10 банков. Список. Да? Уважаемый нами Халык, Каспий, там, на вершине Олимпа. Понятно, что им там ни с кем объединяться, ни на ком жениться не нужно. У них все хорошо, в принципе. Они борются между собой, как бы замечательно. Прекрасно рванул на 3-е место БЦК с приобретением Альфы, скажем, собственным каким-то новым импульсом развития. Понятно, что на этом месте долгое время восседал Форте, и это первая такая логическая посылка, что Форте потерял 3-е место, наверное, они сейчас очень злые, и, наверное, вот они не будут с этим мириться, да? Окей, это такая транспозиция просто человеческих каких-то чувств. Окей, хорошо. Ладно, если мы примем это во внимание, что Форте не будет мириться, хорошо, кого Форте может поглотить? Идем дальше. По списку ниже. Идем дальше по списку ниже. Там какой-нибудь Береке банк, вряд ли, да, то есть там уже какая-то сделка прошла, там идет. Кто там еще? Фридом? Вряд ли. Нур он не в десятке же. Кто там еще в десятке? Ситибанк? Нет. Вот и остается, что из всего вот этого оставшихся банков в десятке остается Евразийский и РБК. Логично, да, в принципе. Вот так это и совершенно умозрительно, логически вот родился этот слух. В принципе, я согласен, что очень логично. Да. Но, к сожалению, практика пока другая. Окей, Да. окей, на этом остановимся. Да. Окей, Тимур, не секрет, что вы один из самых опытных и уважаемых банкиров в стране. Я в это верю. И тем интересно ваше личное восприятие ситуации в финансовом секторе. Вы уезжались из страны на некоторое время. Как поменялся рынок Казахстана? Есть что-то, что вас удивило, когда вы вернулись? Ну, во-первых, я так не уезжал прям так, чтобы забыл обо всем. Да? То есть все эти годы... Это не было отвлечение на все... Да, все эти годы я оставался членом совета директоров, исправно приезжал на заседания, а заседания у нас в Форте проходят очень часто, это практически раз в месяц. За исключением ковидного периода я старался быть внутри Казахстана. Поэтому так сказать, что я так выпал, а потом вернулся, и меня так что-то сильно удивило, нельзя. Да? В принципе, то есть я оставался в фокусе, смотрел за всем происходящим. Не скажу, что прям что-то меня сильно удивляет. Да? В принципе... Но есть что-то, что нравится? Нравится, конечно, очень такое интенсивное развитие банков по линии IT. Но, с другой стороны, это мировой тренд. Здесь мы все двигаемся в одном направлении. Нравится то, что практически все банки для себя сейчас открыли МСБ. Да, то, что раньше... Сейчас уже такого нет, что вот это МСБшный банк, а это так корпоративный банк. Да. Практически все мы этим занимаемся. Всем это хорошо. Нравится, что все так или иначе запрыгнули в розницу. У кого-то получается, у кого-то получается, у кого-то меньше, да. Тоже нравится. В общем, нравится все. Единственное, что мне не нравится, нас по-прежнему слишком много. Да? Это вот возвращаясь к предыдущему вопросу. Все-таки какая-то волна M&A, она должна когда-то начаться. Должна была произойти. Да. Будем ждать. Вот. Что еще не нравится? Не нравится, что иностранные банки ушли. Практически все.
Ну да, кроме Сити. Да, ну Сити там он остался на своем этом недосягаемом уровне, в принципе. А вот то, что ADCB купил Аль-Хиляль. Одно поменялось на другое, но их позиция как была маргинальной, в смысле, так она и остается. То есть роли большой в развитии банковской системы Казахстана не играют. Да? То есть когда я говорю об иностранном банке, я думаю, что должны быть иностранные банки в топ-10. Ну, это вот как у нас был HSBC, да, ABN HSBC, ABN, ну, в свое время мы очень сильно боролись друг с другом, в принципе. Это была здоровая конкуренция. Да, и с местными банками боролись, да. Вот, к сожалению, этого нет. Это не нравится, это наводит на какие-то мысли, в принципе, не самые приятные. Вот. Я уверена, что нашим слушателям хотелось бы узнать чуть больше о вас. Давайте. Расскажите, пожалуйста, о своей профессиональной биографии. Что побудило вас выбрать этот путь? И с какими трудностями вы вначале столкнулись, если такие трудности были? Вау, это такой серьезный вопрос. Он объемный. Ну, начать, если совсем с детства. Выпускник обыкновенной школы советской. В Орбите, да? 37-я, нас МУ-15. Это близко к орбите было, да. Она до сих пор есть, эта школа, кстати, да. Очень такой советский мальчик, который круглый отличник, закончил школу с золотой медалью. И как у многих медалистов в то время, у которых все получалось, да, ну, в принципе, я участвовал и в олимпиадах по математике, и в олимпиадах по химии, и в олимпиадах по труду. Понимаешь, классно. Да. То есть там, я помню, варганил. Я выиграл олимпиаду по труду, потому что там моя швабра была лучшая, понимаешь? Креативное что-то было в ней. Вот. А это создавало проблему, куда пойти. У меня не было вот почему-то с детства не выработалось, что вот я вот буду там физиком, химиком или там биологом или космонавтом. Да, вот не было такого. Везде все одинаково хорошо, легко давалось, и поэтому был выбор такой, кем быть. Пытался поступать в Москву, поступил в Москву на физику, физфак. Физтех, да? Нет, университет дружбы народов. И почему-то именно этот университет меня привлекал. А потом испугался поехать. Москва далеко, там 16-летнему парню, в смысле, что-то так вот было некомфортно. Да. Мама сказала, ну, раз, в смысле, ничего не знаешь, ничего не хочешь, есть такая прекрасная профессия – философия. И мой отец к тому времени, он уже тогда умер, он был философом. И она говорит, ну смотри, отец был философом. Будет очень логично, если пойдешь по его стопам. То есть это ФЭФ? Да. ФЭФ КСГУ? Да. На ФЭФ нужно было сдать золотому медалисту один экзамен. Это было обществоведение. Обществоведение. Обществоведение, я не знаю, наше поколение, наверное, помнит. Это вот такая книжка. Да, это не всегда. Да, страниц, наверное, 200-250. Я ее знал наизусть. Да, я просто пришел на экзамены, я просто оттарабанил слово в слово, запятую в запятую, в смысле. Они не могли мне не поставить 5. Шансов у них не было. Шансов не было, да. Вот. Отучившись на ФЭФе в 89 году, в 88-м, вернее, оно уже началось потепление, Горбачев, Буш, и начались студенческие обмены. И вот мне тоже повезло, я участвовал в студенческом обмене, то есть весь 4-й курс я провел в Америке, это 89-й год. И так вот уже начиналась складываться моя судьба. Коннектикут колледж, был такой маленький колледж в штате Коннектикут, город Нью-Лондон. И там у меня был замечательный год, 2 семестра, и мне повезло. У всех студентов в Америке есть свой куратор, да, вот faculty advisor, так называемый. Вот моим faculty advisor'ом была замечательная женщина, ныне тоже уже покойная, профессор, ее звали Хелен Риф. Она прекрасный лингвист, она говорила на огромном количестве языков, в том числе и на русском, украинском, белорусском. И мне с ней нравилось, ей нравилось со мной, и в какой-то момент она задала такой вопрос: нет ли у вас интереса продолжить обучение в США? Что дальше? Да. Я сказал, ну, конечно, есть, но это только, может быть, только мечта. И она говорит, на самом деле это, говорит, не мечта, это нужно просто для этого немножко поработать. Вот. И
коротко сказав, она сказала, дайте мне 2 дня ваших рождественских каникул, а они в Коннектикут колледже начинаются рано, и просто езжайте, вы, говорит, не представляете, как удобно мы расположены. Нью-Лондон в часе езды на север, это будет Бостон, да, то есть там Гарвард. Да. А где-то 45-50 минут – это Провиденс, то есть там Браун университет, а 1,5 часа на юг – это Нью-Йорк, там Колумбия. Но там еще Нью-Хэмпшир, там… Да, Нью-Хэмпшир, нет, имеется в виду только по побережью. Да. А рядом вообще Нью-Хейвен, там Ель. В принципе, а Нью-Хейвен, да, буквально в получасе езды там. И говорит, вот я, говорит, хочу, чтобы вы поехали в эти все университеты, Гарвард, Браун, Ель и в Колумбию. Там у меня, говорит, все мои друзья-профессора, вот езжайте с ними, поговорите. Просто поговорите. Просто поговорите, да. В Браун поехать не получилось, вот Гарвард, Ель и Колумбия. 3 университета, я сказал, все хорошо, в принципе. Мне очень понравилось, потому что это была экскурсия, кроме того, что интересные люди встретились. Академический дух, там прекрасные кампусы, прекрасные города, в смысле, все. Встречали везде хорошо, наливали чай, угощали конфетками, печеньками, и были очень интересные дискуссии, потому что в конце 89-го года, конечно, я был экзотическим. Да, то есть молодой человек, студент КАЗГУ, еще и отделение философии, и еще и учащийся в США. То есть в diversity вы очень хорошо вписывались. Да. Нет, это даже не то, что diversity, это уже какой-то был зоопарк редких животных, понимаешь, это да. Вот. Везде встречали очень хорошо, с профессорами по 2-3 часа были разговоры, кормили обедом, в общем, замечательно. Я не понимал, зачем, понимаешь? Я не понимал, зачем, какую роль это все, вот как это все. Но потом для меня все встало на свои места. В 89 году не было интернета, в 89 году не было электронной почты. Все было на бумаге. И когда подаешь заявление в graduate school, да, в смысле в аспирантуру, да, все на бумаге. И когда подаешь заявление в graduate school, нет твоей фотографии. Понимаешь? То есть для того, чтобы избежать дискриминации там, или тогда, все пишется от руки, либо на печатной машинке можно заполнять, но фотографий нет. А нужно заполнить заявление, написать какое-то эссе, приложить рекомендации профессоров, все это в большой конверт и отправить в университет. А работала, как помогла мне моя кураторша, когда люди открывают пакет, приемная комиссия, а все эти профессора, они входят в приемную комиссию. Они говорят, вот кандидат Исатаев Тимур из Казахстана. Они сразу встрепенутся и скажут, да, приезжал же молодой человек. Помните, как мы с ним хорошо беседовали? Очень он так приятный молодой человек. Понимаешь, как это оказывается вот важно? И сработало, да. Гарвард меня послал, а Колумбия и Ель приняли, в принципе. То есть вот такой... Почему Ель? Ель больше понравилась? Это что было драйвером? Почему я пошел в Ель? Да. Потому что Ель дал стипендию. Окей. Понятно. В то время учебный год в Еле стоил $30 тысяч. Сейчас он уже за 100 тысяч зашкаливает. А тогда 30 тысяч. Из них 20 тысяч – это стоимость, собственно, обучения, а 10 тысяч – это стоимость проживания. И $20 тысяч Ель сказал, мы вам даем. Easy. А для того, чтобы мы вам прислали вот эти форму I-20 на визу студенческую, вы должны доказать, что у вас есть $10 тысяч. А Колумбия, она без денег меня приняла. Понятно, что мой фокус был на Ель. И где молодому человеку весной 91 года, это был 91 год, найти $10 тысяч? В смысле, я думаю, где молодому человеку весной 2025 года найти $10 тысяч. Еще то упражнение. Это тоже не легкое упражнение, но тогда это то есть область фантастики или космоса, слушай, да, была? Депрессия была такая, вот прямо вот ее вот можно было осязать, да. Опять на помощь пришла мама. Да, мама у меня в то время была такая очень активная. Она говорит, слушай, говорит, а я слышала, говорит, вот президент выступал, Назарбаев, и сказал, что я буду поддерживать молодое поколение, они должны учиться за границей и так далее. Он же, говорит, так сказал? Я говорю, и что? Она говорит, напиши ему письмо.
Я так посмотрел на маму, знаешь, так типа, ну это... А Астаны не было, Алмата была столицей, да? То есть там на Фурманова было... все, да, как это? Там, где сейчас мэрия, там, где сейчас Акимат, тогда там сидел президент. Ну, чтобы маму как бы удовлетворить, успокоить, я написал письмо, положил его в конверт, сходил там, где-то стояли, тогда ксероксов же так много не было, отксерокопировал письмо Еле о принятии, да, положил в конверт, сходил на этот адрес по Фурманово, благо там на улице висел почтовый ящик. Ну, как назывался «Для писем граждан». Почта. Да, для писем граждан, да. Я в этот ящик это письмо положил и сказал: мама... Я Амдан. Да. И пошел заниматься, поступил в аспирантуру в КазГУ на своем же факультете, думал, ну, ждет меня как бы нормальная, обычная такая академическая карьера, да. Вот. Забыл. Лето началось, что-то там, мы получили дипломы, тусовка, как обычно, ну, все хорошо, да. Это было лето 91-го года. Путч был, помните, в августе в Москве. В первый день путча мы все у экранов телевизоров, понятное дело, там не знаем, что это будет. Заседает этот страшный ГКЧП, да, в ужасных костюмах. И в доме у нас на квартире раздается звонок. Поднимаю трубку, можем поговорить с Тимуром Исатаевым. Ну, это я. Они говорят: вы писали письмо на имя президента? Я говорю: да. А вы не могли бы подойти к нам? Такой... К президенту. Да, дядечка такой, вот, в принципе, голос у него такой, достаточно такой звонкий. Я говорю: ну, конечно. И тут же такая была оговорочка: оденьте, пожалуйста, костюм и галстук. Ладно. Назначенному времени подхожу туда. Я не помню, какой это адрес. Фурманова 4 или... Ну, вот этот. Подхожу. Проводят меня какими-то коридорами, в общем, это самое, иду. Заводят, я так понимаю, куда меня ведут после того, как меня хорошенько обыскали. Знаешь, это, в смысле, так охлопали там и так далее. Начинаю понимать. Потом тут же в приемной сидит Ерлан Сагадиев, мой старый друг, знакомый. Да, я их знаю. Тоже выпускник ФЭФа. В принципе, Ерла, что ты здесь делаешь? Потом выяснилось, что Ерлан поступил тоже в американский университет. Тут же сидит рядом еще один наш тоже выпускник ФЭФа, Алишер Аранбеков. А он поступил в Кембридж. И мы такие сидим, понимаем, что мы все приблизительно... Про одно и то же. Про одно и то же. Заходит президент. Да, с места в карьер. Ребята, поздравляю. Вам всем требуется помощь государства. Помощь вам будет оказана. На одном условии. Вернуться. Все напряглись. Говорит: будете работать в интересах Казахстана после того, как вы закончите свое обучение. Здорово. Справедливо. Справедливо. Деньги выдали на следующий день. Причем странная... Фантастика. Да, странная вещь. Деньги выдали, знаешь, в этом... дорожными чеками номиналом по $20. А мне нужно было 10 тысяч, да, мне дали 10 тысяч долларов, номиналом по $20, это такая маленькая гора. В общем, с этой горой я поехал в Москву, мне нужно было получить визу студенческую, а там только что закончился путь, Москва вся бурлила, я вот так оказался, так сказать, знаешь, в гуще политических тогда событий. Визу мне шлепнули очень быстро, ну, понятно, поехал. И вот это все отвечая на на ваш, извиняюсь, мы так друг друга давно знаем, да? Отвечая на вопрос, как я к этому пришел, да, такое длинное вступление было. Перед началом учебного года университет проводит очень много вечеринок. Каждый день какой-то департамент собирает своих студентов, других студентов, приглашает, ну, потусоваться, чтобы знакомились. Ну, да, чтобы было удобнее потом общаться. Помню, как сейчас, это была вечеринка департамента антропологии. Вот почему-то у меня с какой стати... Я хотел заниматься социологией, и поэтому думал, ну, антропология где-то рядом, надо, наверное, сходить там, в принципе, разнюхать. Вот. Взял бутылку пива, хожу, в принципе, так, общаюсь и знакомлюсь с одним молодым дядечкой. Ну, молодым,
Я, понятно, был моложе его. Выясняется, что этот дядечка, его зовут Том Ричардсон, и он профессор департамента экономики. А дальше выясняется, что его специализация – это экономика Советского Союза. Советский Союз еще был живой, кстати, еще не развалился. Это осень 91 года. А потом выясняется, что он очень свободно говорит на русском языке, потом он вообще приходит в полную такую радость, услышав, что я из Казахстана, из Советского Союза. И мы тут же переходим, начинаем очень живо там щебетать на разные темы. Тогда же все бурлили этой экономикой там, и так далее. А потом он, послушав меня, говорит: слушай, а что ты сюда приехал, что изучать? Я говорю: социологию. Мне говорит: знаешь, говорит, один вопрос тебе задам. Сколько социологов... Ты видел. Нет, да еще хуже. Сколько социологов работают шоферами такси в Нью-Йорке? Он меня тут поймал. Я говорю: не знаю. Он говорит: поверь мне, говорит, много. И говорю: и что? Он говорит: слушай, зачем тебе социология? В смысле, не тема. Вот сейчас все упирается в экономику. Начнется переходный период, там, в смысле, рыночная экономика. Переходи на экономику. Окей. Быстрое было решение? Я сказал, что я готов. Немедленное? Сразу, да. Он говорит: как у тебя с математикой? Нормально, у нас вышмат был на ФЭФе. Он говорит: одно условие, нам, говорит, важно, чтобы наши математики, то есть департамент математики в Еле, сказали, что ты знаешь достаточно. Окей. На следующий день у меня тест по математике, я пошел там, мне дали какие-то уравнения, я так порешал. Математики, они экономистов ненавидят же, они их считают как бы недоделанными математиками. И математики сказали: ну ладно, пойдет. На экономику пойдет. И все. Вот так я перескочил и стал обучаться экономике, не имея экономического бэкграунда совершенно. Пришлось быстро штудировать, нагонять микро-макро дополнительные курсы. Все это очень легко, в принципе, было. То есть элемент удачи, он присутствовал? Он присутствовал, да. Везде по жизни тьфу-тьфу-тьфу мне встречались и встречаются какие-то хорошие такие наставники, учителя, менторы, которые вот в ключевые моменты, они тебе вот правильно настраивают, правильно направляют, разворачивают или по морде дают, да, в принципе. И в этот вот Томас Ричардсон, он, в принципе, как раз попал именно вот в такой момент. Вот. А после того, как ты получаешь степень экономиста, работу найти несложно. И для экономистов самый рай, конечно, это работа либо в МВФ, либо во Всемирном банке. И так получилось, что когда я уже заканчивал свое обучение в Еле, у меня была такая легкая подработка во Всемирном банке консультантом. Это уже было лето 93-го года, начало лета. И в Вашингтон приехал Ураз Алиевич Джандозов. И я ему помогал, потому что там он по делам именно Всемирного банка приехал. А потом Ураз Алиевич говорит: слушай, говорит, мы же, говорит, тебя спонсировали. Да. Я так напрягся, потому что я в это время уже хотел дальше продолжать обучение на PhD. Поступил в университет Джонса Хопкинса там в Вашингтоне. И он говорит: да. Я говорю: ну да. Говорит: нам нужно, чтобы ты работал в МВФ. Иди туда. Офис исполнительного директора. Будешь нашим там. Да, советником. Все, планы по PhD были, так сказать, отложены в долгий ящик. И так я пошел работать в МВФ. Но МВФ – это очень хорошая школа, прямо дисциплина мыслей для экономистов, особенно для молодых, которые только со школьной скамьи. Это очень интересная работа. Это, во-первых, дисциплина, во-вторых, это огромное количество информации про любую экономику, про любую страну. То есть это аналитика. Да, вся аналитика, она вся у тебя вот под руками. Поэтому, проработав там почти 4 года, мне, конечно, это очень сильно помогло. Фундамент да. появился там. Причем это такая настоящая прикладная экономика. Не теория, не теоретическая, а именно прикладная, которая вот в преломлении каждой страны. А после МВФ куда пойти? Кто меня возьмет? Чистые экономисты никому не нужны. Поэтому
выбор пал на банки, как наиболее близкая финансовой части. И так получилось, что первым банком стала ING, потому что было интересно, они были заинтересованы во мне, я был заинтересован в них. А голландцы очень открытые ребята, в принципе. Это потом я уже узнал, что везде по миру, в европейской банковской системе считается, что вот работать в голландском банке – это самая лучшая школа. Потому что у них… Они очень международные по определению, да, то есть у них сама страна очень маленькая, то есть domestic banking очень маленький, и поэтому они очень любят именно международных сотрудников набирать для своих международных операций, потому что большая часть денег голландскими банками зарабатывается за границей. В отличие от французских, английских, немецких банков, где доместик очень мощный. Да? Вот. Так началась банковская карьера, а потом уже, в принципе, пошло-поехало. Да? Это интересно, да. Да. Тимур, наверное, заключительный вопрос. Какими принципами вы руководствуетесь в жизни? И какие цели ставите на ближайшие, ну, скажем, не буду далеко говорить 10 лет, но 5-7 лет? Ох, сложный вопрос. Принципов, наверное, много. И не думаю, что они сильно отличаются, мои принципы, от принципов других нормальных здравомыслящих людей. В последнее время очень люблю принцип, которым себя постоянно одергиваю: не усложняй. Да, вот в последнее время как-то все больше к этому принципу тоже скатываюсь, наверное. А ближайшие несколько лет, это работа с банком, да, то есть есть очень много интересных идей, которые, некоторые из них можно взять наскоком, как мы вот выпустили бонд, да, очень быстро, а некоторые требуют, скажем, более углубленной, какой-то более методичной проработки. Поэтому несколько лет ближайших я связываю с Forte, с банковской системой. Идей много, и это интересно. Супер. Спасибо большое, Тимур Спасибо Ризабекович, вам. за интересный разговор. Спасибо. Я желаю вам и вашей команде бесконечного драйва, Спасибо. творческого куража Спасибо. и реализации самых красивых сделок и проектов. Дай бог. Спасибо. Спасибо. Друзья, напоминаю о том, что цель нашего подкаста – предоставить рынку больше информации из первых уст, рассказать о бизнесе публичных компаний, сделать фондовый рынок понятным и доступным для широкой аудитории. Поэтому я продолжу приглашать интересных спикеров на подкаст Business Insights. Мы будем рады услышать от вас, с кем бы вы хотели послушать беседу и какие вопросы вы бы хотели задать нашим гостям. Пишите нам, и до новых встреч!